Здравствуйте, приветствую вас, мои хорошие. В связи с тем, что очень много людей с той стороны не понимают мою аргументацию, я решил сделать небольшой ролик, обзор пояснения моих слов. Просто дело в том, что я довольно-таки по-колхозански выражаюсь. Это такая последняя ступень, как-то донести информацию. Вы, конечно, можете поспорить, но спорьте тогда аргументированно, а не эмоционально. И начнем с вами по порядку. Когда я говорю о ситуации, которая БРИКС и Америка, да, допустим, доллар США, мировая валюта. БРИКС в дальнейшем создает свое что-то. И вот то, что я говорю про обязательства, все эти биржи валютные, все это держится только на долларе, который даже золотом не подкреплен. Он подкреплен только обязательствами между странами. Нет, не этим. Он меня парирует этим, то что нет, это в облигациях там что-то туда-сюда. Мил человек, облигация. Вот что такое облигация. Вот, пожалуйста, прочитайте, что такое облигация. Это фактически долговые расписки. Что такое расписка? Это обязательство кого-то перед кем-то. На каком языке вам еще доносить информацию? Получается, я прав. И я говорю это не в контексте начала войны, из-за чего война, а в том, что американцы создали такую ситуацию, из-за которой Россия в их головах, в их размышлениях перестанет развивать то, что затеяла, и погрязнет вот этой междоусобице, то, что происходит сегодня. Он же мне пытается там как-то унизить Россию, то, что она продает свои ресурсы за бумажки. Хотя я говорю вообще о другом. Но это ЦИПСО. Он не хочет слушать. А я для вас это все делаю. Для зрителей, его зрителей. Мой зритель это прекрасно знает. Для вас я тут распинаюсь. Так, с долларами мы разобрались. Дальше у нас идет долгая беседа о гражданском противостоянии. У вас началась не война, а боевые действия из-за разногласия внутри страны, гражданское, да, противостояние. На что он говорит, что это вторглась Россия. Подождите, дальше мы еще разберемся. Но вот в подтверждение моих слов, что из-за Майдана у вас начались разногласия в обществе, вот вам, пожалуйста, ваши же источники. Суть вообще, суть. Ну и еще один такой важный момент, как сравнение Крым-Украина. Правильно? Кому правильно, кому неправильно. Но вот смотрите, что я утверждал, вы помните, и что он утверждал, вы помните. Он говорит, Советский Союз развалился по природе. Я говорю, и там так же произошло. Он говорит, нет. А вот теперь посмотрите сюда. 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР под председательством Леонида Кравчука принял акт провозглашения независимости Украины, которым, исходя из смертельной опасности, нависшей было над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства, исходя из права на самоопределение. Вот вам здрасте. У вас происходят те же самые события, и Крым отходит по этим же правилам. Что вам, господа, не нравится? Я не говорю о том, что хорошо это или плохо. Я вам говорю о том, как это было.
Так что мои утверждения оказались правдивыми. Я ссылался на ваши же источники. Я пользовался, вернее, логикой, которой пользуетесь вы. Не более. Отсюда что следует? Вот что отсюда следует. Суть вообще, суть. Для тех, кто не понимает, зачем я представил себе такую историю с похищением президента, я просто тянул в ту сторону, что никаких внутренних самовнушений у Януковича не было, каких-то внутренних страхов, чего-то там он взял, забоялся и убежал. Я придумал вот эту вот ситуацию, чтобы человек объяснился за меня, что там все было известно, почему да как. Вот, но вы этого почему-то не можете понять. Вы пишете про каких-то марсиан. Да это у вас в головах марсиане. Так это его внутренний страх. Мил человеки. Вот и все. Дальше у нас идет конец нашей беседы. Дело в том, что он утверждает, что российский суд утвердил, что на территории Донбасса с 2014 года присутствовала армия Российской Федерации. И в доказательство приводит вот этот номер дела туда-сюда. Мои хорошие, тут дело в том, что это то, что там упоминается ЛДНР, это свидетельские показания. Дело идет о хищениях, и поэтому судья не рассматривает достоверность дислокаций. Он это принимает, как в протокол вносится. И этот протокол мы читаем, откуда он и берет эту информацию. Почему, как вы думаете, человек-свидетель заговорил о ЛДНР? Да потому что он соучастник, и он соображает примерно так. Если я сейчас упомяну ЛДНР, то, возможно, дело замнется, так как это, вы сами понимаете, что это. Но в начале самом приговоре суд говорит, пишет, что дело идет о южных частях в Ростовской области, о военных частях Ростовской области. И только свидетельские показания вот так вскользь упоминаются ЛДНР. Что мы отсюда можем взять? Это не доказательство, это косвенно. Отсюда опять, как вы уже поняли, вот это. Суть вообще, суть. Ну и надо отдать должное. Да, в беседе, конечно, когда мы ведем диалог, картинка эмоционально передается не в мою пользу, а как раз таки Федину. Да, Федя? Тебя ведь Федя звать? Федя, у меня ты будешь Федя. И вот эмоциональным фоном, да, тут я признаю очко за тобой. И что у нас получается все вместе? Федя, не благодари. Суть вообще, суть. Суть вообще, суть. Другой альтернатив – это борьба за выживание, это борьба за жизнь. У меня ощущение, что вы живете в каком-то цепи шапито. Вам нужны тусовки, вам нужны хайпы, простите, вам нужно шоу обсуждать, друг другу морду бить. Вы не понимаете, вас уничтожают. Дело не в России, вас уничтожает новый миропорядок.